Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. Сегодня я вам покажу одну офигенную вещь, которую я сама недавно узнала про Style 3D. Когда я еще работала в Chloe Marvel's Designer, то для меня всегда была загадкой, типа, как сделать свою обувь, ну, не просто пошить ее, чтобы она как тряпочка была, да, а именно, чтобы она была обувью. Ну, то есть чтобы можно ее было подгружать как аксессуар к аватару. Вот. И я так и не помню, узнала я это или нет. Там можно это делать каким-то чудесным образом. Ну, то есть готовую модель загрузить, там что-то там это. Но я уже, честно говоря, не помню как. А сейчас я вам покажу, как пошить собственную обувь. Ну, прям из кусочков ткани. И как ее потом сделать обувью, которая будет в библиотеке, и она будет одеваться на аватара, и она будет работать на нем. То есть он может становиться в этой обуви в позу, ходить и так далее. Ну что ж, начнем. Да, я не буду шить что-то такое супер модное, уникальное, новое, молодежное. Я пошью, мне для одного проекта нужны, знаете, такие полусказочные сапоги-скороходы. Так вот, буду я шить такие сапоги-скороходы, чулки. Так вот, начнем мы с того, что аватара нужно приподнять. Ну вот как это сделать? Вот не очевидно, да, вот я его выбираю, нету никаких управляющих у аватара тут штучек. Что мы можем сделать? Мы можем зайти в Property Editor и выбрать вкладку Other. Дальше. Здесь у нас есть 3D Information. И у нас есть позиция и ротация. То есть позиция, где он в координатах находится и как он повернут. Кстати, если кто-то не знал, как повернуть аватара, то его повернуть таки можно. По-моему, ось вертикальная это Y, например. Давайте попробуем. Опа. И у нас аватар развернулся. Если кому-то нужно сделать примерку сбоку, вот здесь в 2D окне, то это вполне себе способ. Так, а сейчас нам нужно его приподнять. Он стоит у нас в нулях. Как мы это понимаем, move to ground, все, он стоит прямо на плоскости, но нам нужно его приподнять. И видите, здесь по оси Y написано минус 9,57. На столько миллиметров он опущен на самом деле. Я так полагаю, что это стандартная высота под подошву. Вот, сейчас он приподнят. Я думаю, что этого мне будет достаточно. Интересно, а я могу его положить, аватара этого? Если мы по иксу его... Ха! Можно. Ребята, я открыла... Если 270... Ой, мы его можем положить вообще. Но, к сожалению, в таком варианте все равно ничего не видно, поэтому придется его поставить на место. Окей. Будем как-то так крутиться, вертеться. У нашего аватара, кстати, есть какие-то измерения. Мы можем... К сожалению, измерений стопы нет. Ну ладно, мы можем сами померить. В общем, у нас есть всякие тут измерители. О, есть. 27,5. Отлично. Так, будем знать, что у него длина стопы 27,5, ширина. Ширина стопы, ну, где-то 9,5. Можно делать 10. 27 на 10. Давайте я сделаю такую себе 27 на 10. Ой, вернее, наоборот, 27. Да, что ж такое? На 10. Так, все, это его стопа. Мы будем делать одну только эту
ногу, кстати, Alt-1. Да, нам нужно нормалями вниз положить. Так, и давайте сразу сделаем материал, с которым мы будем работать. Это у меня со старого проекта. Это я сюда назначу, это я удалю. Значит, материал у нас будет Trims Leather. Жесткая кожа. Так, что мы делаем? Мы берем вот эту штуку, располагаем ее здесь. Примерно так. Так. Move to ground. То есть положили под ногу. Отлично. В принципе, знаете что? Для облегчения ситуации, чтобы нам было более понятно, что и как тут делать, мы можем сделать это и побольше. Этот кусочек. Так. И в длину. Да. Сейчас мы будем на нем рисовать нашу стопу. Для начала. Как бы я это сделала? Что мы можем сделать? Мы прям в 3D окне можем рисовать по ткани. Я не уверена, что она на ткани рисует. Мне что-то кажется, что она на аватаре рисует. Ладно, поставим с запасом точку. Угу. А можем так сделать. О! Вот. Значит, смотрите. Мы сделаем следующее. Где-то у нас ткань translucent cloth. То есть полупрозрачная ткань, чтобы была. И обрисовываем. Значит, начинаем примерно отсюда. С контролом я ставлю точки. Тогда они закругляются. Это сейчас не суть в том, чтобы поставить их все прям супер аккуратно правильно. Суть в том, чтобы с большего наметить стопу. Мы потом это все можем отрихтовать. Так, все. У меня получилась такая штука кривая, да? Так. Edit Carve. К сожалению, я ее здесь не могу редактировать, но я могу здесь это сделать. Ладно, бог с тобой. Давай здесь отредактируем. Так, пятка. Нам сейчас нужно сделать более-менее правильное очертание стопы. И на этом как бы и все. И это у нас будет такой ориентир для этого. У нас же еще и не смордженные точки. Окей. Так. Так. Дальше. Что у нас здесь? Не люблю я с кривыми работать. Вот ей-богу. Так. Так, надо учесть, что здесь еще есть такое углубление. И мы видим не совсем ту линию ноги, которую нам надо. Так, здесь, наверное, это сюда. А это сюда. Ближе. Ну, как-то примерно так. Значит, что мы с этим можем сделать? Мы можем вот это вот все
вырезать, это выкинуть, а с этим уже как-то работать. Окей. Так, у сапогов этих скороходов пятка, ну, в принципе, норм. Нос должен быть острый, поэтому можем убрать translucent. Мне не очень нравится вот эта часть. Значит, для упрощения всего вот этого вот convert to endpoint. Так. Дальше. Где нам бы еще тут точки нужны? Например, convert to endpoint и в серединке convert to endpoint. Так, ну и здесь где-то точно должно быть. Окей, теперь, что бы я хотела? Сделаю я следующее. Clone as reference line. Так, здесь я поудаляю все точки кривой и сделаю все это безе. То есть у меня есть референс, по которому я могу ориентироваться, и я просто сделаю это безешками. Потому что вот эти точки кривой, они меня, конечно, супер раздражают. Как я это сделаю? Edit Arc. Сюда. 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 И сюда. Не знаю, что тут получится. И сюда. Не знаю, как превращать вот эти точки в... Как его? Чтобы они были... Чтобы они сразу манипулировались в обе стороны. Я этого еще не умею делать. А надо бы научиться. Наверняка... Опа, что я сейчас сделала? С. Ну, давайте попробуем так сделать. Я это уберу сейчас, например, delete. Потом, наверное, не получится так. Короче, надо узнать, как это делается, да? Это же должно как-то делаться, чтобы эти безе были того размера. Ну, короче, вы поняли, да? Иногда это получается, иногда не получается. Я не понимаю, почему. Давайте я поставлю на паузу, поищу варианты. В общем, не получается мне найти пока что информацию, как превратить эти точки в двунаправленные. Какая-то... есть вариант. Все, вспомнила. Короче, давайте так сделаем. Сначала убираем вот это, потом делаем из этого дугу. А потом, когда мы добавляем на эту дугу X, то, по идее, да, то уже на дуге точка должна быть двунаправленная. Супер вообще. Отлично, ребята. И я нашла, как это сделать. Значит, по идее, значит, что здесь нужно? Здесь давайте сделаем точку
здесь точку, вот эту вот, так, X. X, здесь точка, вот эту точку удаляем. О, боже, нет. Ну, здесь же все окей. С ней все хорошо. Вот с этой точкой что не так? Не получится у нас, да? Фигово. Ладно. Делаем тогда то, как делали. О, двунаправленная. Все-таки получилось. Хорошо. Теперь нам нужно вытащить нос. Это сюда. Это мы ставим сюда. Ура, ребята, получилась двунаправленная. Это штучка, которую можно во все стороны крутить. Шикарно. Так, примерно выставляем. Так, здесь что? Здесь не двунаправленная. Тогда ставим... Это был X. Нет, это был не X. Это была просто точка кривой. Так, попробуем вот эту удалить. И посмотреть, что будет. Да, получается. Так, здесь нам нужно сделать вот так. Здесь нам нужно вот так. Примерно. Я стараюсь всегда минимальное количество точек сделать, чтобы как-то больше контроля над этим всем иметь. Так, нам точно нужно вытащить нос, потому что он у нас будет заворачиваться. Нам нужно его вот так вот поставить. Так. Что у нас тут с ногой? С пяткой. Вроде бы все окей. Так. Вот эту штучку С нам нужно немного опустить. Либо нам нужно вот это опустить. А вот это... Да, вот здесь я хочу чуть побольше сделать. Так, дальше. Куда у нас смотрит нос? Так, да. Здесь чуть поострее сделать. Здесь надо, наверное, немножко опустить. И даже, возможно, не немножко, а нормально так. Да. Так. Давайте так. Ну, в принципе, меня это устраивает. Единственное, что... Вот это, наверное, немного... Не надо делать так сильно заужено. Так, я, наверное, вот так вот немного сделаю. Так. Ну, это все уже детали такие. Так, все, вот так. Пусть будет так. Дальше. Сейчас будем делать сам сапог. Вот эту штуку. Сапог у нас тоже такой... Так, Alt-1. Давайте толщину покажем. Что у нас может пойти не так с этой ногой? В общем, может цепляться все за за пальцы. И тогда будет не очень. И, возможно, нам нужно будет сшить какой-то чулок ему сначала. Хотя... Ладно, давайте пока
посмотрим, как оно так себя вести будет. А потом... посмотрим. Так. Не знаю, хватит ли мне вот этой длины. Что я хочу с этим сделать? Я, наверное, хочу это включить симуляцию. Потом взять вот здесь вот, запинить буквально один кончик. И его поднять вверх. Так, ну и как же мне... Вот так. И я уже, кажется, его сдвинула. Давайте сдвинем немножко сюда. Да. Так, еще немножечко. Угу, не гнется. Ну, ладно. В общем, не страшно. Так, у аватара нужно поставить коллизию скина все. Давайте поставим. Пусть будет 2, тогда, наверное, проблем с пальцами не будет. Ну или, ладно, пусть будет 1. И, в принципе, проблем с пальцами быть не должно. Вот эту штуку мы будем накручивать побольше. Давайте сейчас сделаем примерно... Так, у нас 27, да, глубина, длина ноги. Давайте сделаем 27, только не высоту. Высоту, наверное, 30. Ага, у нас же еще поворот будет, тогда давайте 30 сделаем, потому что будет поворот на пятку. Так. Значит, это мы сюда приставляем. И сейчас нам нужно нарисовать вот этот сам сапог, который будет пришиваться сюда. Так. Сапоги эти довольно-таки простые должны быть. Давайте, знаете, что сделаем? Не буду я сразу делать с голенищем. Я сначала сделаю калошу, а потом голенище мы потом сделаем. Поэтому высота будет 15. И я просто, даже, наверное, меньше. Просто сделаю саму калошу. Так. Так, этого хватит или нет? Ну, должно хватить. Пятка у нас займет... Я, к сожалению, не могу тут измерить, сколько у нас займет пятка. Так, знаете, что я хочу сделать? Я хочу выставить эту точку по... чтобы она была параллельно по иксу. Да. Так, здесь ровно 14. С здесь что? Давайте сделаем 24. Блин, нет. Ладно, пусть 24,2. Ну или точку подвинуть.
Да, здесь что? Двадцать три. Так, что у нас тут? Ой, чтобы как-то это лучше сшивалось. Было понятнее. Давайте подвину. Нет, это уж слишком. Наоборот, надо. Или так. Ладно, пусть будет так. Так, теперь у нас уехал пин. Все, пин вернулся. Нам нужно, чтобы... Что я сделал? 30. Значит, делаем следующее. Отъезжаем сюда сантиметров на 10. Ой, это не та сторона. Отсюда сантиметров на 10. Оно еще и не тем боком. Да, конечно. Так, где тут флип? Да, так. Дальше берем кривую. Делаем кривую. Дальше нам, в принципе, x где-то сантиметров 15. И это мы должны понизить сантиметров на 5. Так, примерно это так. Но этого недостаточно. У нас еще должно закругляться сюда, вовнутрь. Значит, это должно быть не такое уж и супер закругленное сюда. Это должно быть сюда. Наверное, нужно будет побольше делать. Так, 0 градусов. Сантиметров 5 добавим. Сейчас посмотрим. Так, это сюда. Давайте посмотрим. Это внешняя сторона. Я сейчас вот это заморожу. Дальше вот это и вот это у нас 38 получается. И нам нужно здесь тоже 38, а у меня 37. Так. Q. Только сделаю 24 в другую сторону. Здесь сейчас что-нибудь настроим. Нам нужно здесь, чтобы было 14. 14 это значит, что на сантиметр сюда. Так, 14,7 это уже много. Так. Подожди, почему не получается? Это слишком. Так,
Здесь 14, здесь 24. Получается 38. Окей. Значит, пришиваем это к внешней стороне. Давайте посмотрим, что получилось. Теперь настроим шов. Шов должен быть 90. Ну, как-то так. Окей. Теперь нам нужно сделать внутреннюю калошу. Внутреннюю половинку. Давайте я ее Ctrl-C, Ctrl-V. И нам нужно флипнуть ее. Флип. Где этот флип? Не то. Флип. Вот. Ориентацию в 3D пространстве. А еще нам нужно флип. А где только что было? Да. Чтобы оно было изогнуто сюда. Значит, что мы с этим делаем? Нам нужно пришить это сюда, а это во внутреннюю сторону. Но нам еще нужно размеры вытащить из этого. И, пожалуй, что вот это вот в это пришиваем. Давайте я, наверное, сошью для начала, а потом уже буду с размерами разбираться. Так, и тоже швы 90 градусов. Окей. Теперь, прежде чем разморозить стопу, я хочу настроить длину. Так, что у меня? У меня же здесь было что-то ровное. Так, 13,80. А здесь... Давайте так сделаем. Так, 37,60 на 4 сотых, на 4 миллиметра меньше. Я сделаю так. Так, дальше. Давайте разморозим. И посмотрим, что получилось. Ну, типа, как бы ок, но не совсем ок. Потому что калоша такая себе, честно говоря. Попробуем все это натянуть. Так. Ну, в целом, вполне себе. Но мне хочется, чтобы вот этот носик был... А, тут знаете, в чем прикол? Потому что у меня здесь пин-бокс. Надо его удалить. Вот. И вот наша проблема. Я хочу, чтобы носик задирался вверх. Для того, чтобы он задирался вверх, мне придется изменить форму этих носов. Скорее всего, мне придется... Так, мне нужно сделать здесь 14, да? А тут пофигу вообще. Хорошо. Давайте я подниму это сюда на 2 сантиметра. Для того, чтобы здесь оставалось 14, мне нужно будет подвинуть это сюда. Наверное, на сантиметр. И нет, нам нужно будет вот здесь вот подтащить. Так, теперь
Сейчас настроим. Так, тут настроили 14, да? Здесь делаем то же самое. Поднимаем на 2. Убираем на 1. И настраиваем. Смотрим, что получилось. Так, уже что-то поднялось, но для того, чтобы поднялось еще лучше, вот здесь вот должна быть не прямая линия. Скорее всего. Слушайте, а возможно, даже нужно было это поднимать еще выше. Допустим, еще, давайте еще на 2 подниму. И посмотрим, что будет, если так сделать. Если на 1,8. Так. Угу. Знаете что? Я что-то думаю, что мы могли это сделать и так. Так, давайте сделаем так. Так, 15. И, возможно, можно было, короче, сделать это. Сделать это вот так. Типа как-то так. Давай сделаем 1. Сдвинем сюда. А здесь будем делать 15. Так. Посмотрим, что будет, если так сделать. В принципе, его должно закрутить. Давайте я это удалю. Ctrl-C, Ctrl-V сюда. Flip горизонтали и Flip Orientation или 3D. Еще раз прошьем это сюда. И вот эта часть должна быть на 4 миллиметра меньше. Ну-ка. Это ставим 90. Это сшиваем и смотрим. Ну-ка, чтобы... О, слушайте, закрутилось классно. Мне вот закрученность вообще очень нравится. Так, Q. Я хочу, чтобы это было где-то 15. Это у нас будет начало Q 15. В какую? В другую сторону. Окей. Так, это мы прошиваем. Да. Супер. Мне прям нравится. Так, может быть меньше. Ну, вернее, больше ширина колышни это должна быть.
Пусть будет 17, например. И Q17. Супер, хорошо, что получается. Да. Дальше давайте сделаем подъем на, пусть будет 2 сантиметра, допустим. Так, Б вот здесь. Здесь проблемка. Ладно. Что нам нужно сделать? X. X. Так, это вытаскиваем сюда. Это вытаскиваем сюда. Это вытаскиваем Alt-L. Это вытаскиваем Alt-R сюда. Дальше это выравниваем сюда. Шов у нас здесь продолжился, а здесь шов мы сделаем так. Oh, no. Давайте я его растащу. Подошву Ctrl-K я заморожу. Окей. Так, я разморозила. Хорошо. В принципе, норм. Значит, что мне не нравится и что нужно точно подрихтовать? Вот здесь вот неправильное, короче, положение ступни. Нам нужно здесь делать такой вот изгиб такой. И здесь он должен быть от пятки идти прямо по направляющей. А здесь давайте сделаем так. Нам нужно сделать тоже прямо по направляющей. А здесь нам нужно сделать еще одну точку, которая будет тоже кривой. И что мы тут имеем? Здесь нам нужно сделать вот так. На пятке нужно сделать вот так. И здесь небольшой изгиб. О, теперь тут как бы, ну, в общем, мне нравится. Нужно сделать то же самое здесь. Дальше. Давайте я поставлю сразу кладовую сетку. Да. Дальше. Нам нужно сделать следующее. Нам нужно сделать арку. Вот здесь. И, наверное, у нее должен быть такой спуск какой-то. Сейчас я примерно сделаю какую-то такую штуку. Ну, окей, так меня устраивает. Сейчас я скопирую вот это вот. Ctrl-V сюда. Так, я могу это флипнуть как-то.
Я могу флипнуть. Флип ротейт, флип горизонтали. Да, вот так вот. Я ее сюда вот сейчас вставлю. Так, и я уже вижу проблему, что у меня вот это вот, короче. Окей, давайте я ее отрежу. И попробуем еще раз сшить это к этому. Супер. Тут изогнулось. Так, что у нас за проблемка здесь? Давайте я попробую поставить здесь шов. Типа он не 180 градусов, а, например, 120, что ли. Вот. Да. Тогда у нас появился вот этот вот замечательный носик. Дальше. Нам нужно сделать такой же изгиб в этой части. Давайте это скопирую. Ctrl-C, Ctrl-V. Берем, флипаем. Флип. Ой. Где тут флип? Флип ротейт. Горизонталь. Что-то я не поняла. Флип. Что за фигня? Почему? Почему ты так делаешь? Короче, знаете, что я сделаю? Я сейчас хитрость сделаю одну. Возьму это, сделаю Ctrl-D. Она уже зеркальная. Это скопирую, Ctrl-C, Ctrl-V. Все, мы получили зеркальную дугу. Теперь моментик у нас не смерджено. Выставляю это в уголочек, дотягиваю это до нужной точки. А хотя у нас же тут и так это нужная точка. Наверное. Дайте-ка я проверю. Ну да. А, вот здесь вот у меня не в нужной точке. Хорошо. Ладно, давайте я проще сделаю. Это все равно примерная штука. Так, делаем кат. Это удаляем. Тут что? Не, так не получится. У нас будет здесь какая-то фигня. Ладно. Сейчас сделаю. Делаю вот так. После этого получится кат. Все. Никаких лишних точек нету. Продляем шов, потому что он у нас из-за среза съехал. И все. Так. Здесь тоже поднялась. И изогнулась как нужно. Супер. Дальше продолжаем детализировать вот эту штуку. Мне хочется, чтобы у меня была пятка, которая, кстати, какого это размера? 20. 20. Так. Я хочу, чтобы эти сапоги были, допустим, так, ну, в принципе, окей. Пусть будет 15Q.
15. Так, я хочу, чтобы они не дошивались до конца. Здесь было... Так, 10, так, 5 сантиметров они, например, шьются, а остальное у нас будет торчать в разные стороны. Чтобы оно торчало в разные стороны, нам еще придется постараться. Так, давайте сделаем следующее. Alt-C. И загнем вот здесь. Мне это что-то не нравится. Я хотела, чтобы у меня были здесь просто... И что это? А какого фига у меня тут не получается? А потому что у меня уже здесь какая-то точка стоит. О! Так, отлично. Изгиб мне нравится. Давайте сделаем его 16. Ctrl. Что он 16.1? Так, Ctrl-C. Опять Ctrl-D. Копируем. Ctrl-C. Ctrl-V. Вставляем. И подставляем сюда. Все. Cut. Это удаляем. Супер. Дальше. Где у нас будет пятка? Так. И что это? X. 10. Пусть будет 10 высотой. То же самое. Значит, это у нас будет пятка. Как бы нам ее сделать? Не, давайте не так будем делать. Давайте мы ее сделаем сразу кривой. Потому что пятка у нас тоже здесь будет кривая. Делаем Edit Arc. Сначала просто делаю дугу. Так, C. Пятка. Пятка у нас строится следующим образом. Это наверх, а это вот так. Дальше делаем здесь... Ой. Направляйку. И выставим пятку, чтобы была ровненько. Дальше здесь сделаем, ну, какой-то такой изгиб. Ну, все, мне нравится. Ctrl-C, Ctrl-V. Не так, Ctrl-D. Копируем, Ctrl-C, Ctrl-V, вставляем и отрезаем. Так, у нас сейчас здесь будет плохая история. Давайте сделаем лайфхак. Cut. Это выкидываем. Это тоже. И сшиваем здесь. Супер. Изгиб получился. То, что мне нужно. То, что доктор прописал. Теперь бы мне хотелось еще закрутить вот эти штуки. Как-нибудь. И, возможно, Б. Прошить чуть повыше. Например, на сантиметров 5. Так. Опа. Ну, возможно, и нет. Так, давайте посмотрим, насколько у нас на месте вообще стоит нога.
Так. Пяточка у нас, в общем, пяточка. Пяточка у нас не очень хорошо находится. И мне что-то подсказывает, что здесь у нас какой-то уголок получается. А хотелось бы, чтобы она была на месте. Тогда, возможно, нам нужно будет пятку таки приподнять. Хотя нет, клюв будет. Возможно, нам нужно опустить аватара. Давайте... Что-то у нас сильно он опущенный. Так, симуляция это не будет. Минус, допустим, 5. Так, давайте я хочу сделать вот что. Extra render thickness. Давайте я настрою толщину ткани. И она должна быть 2 миллиметра не меньше. Так. В целом неплохо. Возможно, да, надо его сюда подвинуть. Хорошо. Еще пятка непонятно, стоит ли она на месте или нет. Давайте повертим это все, чтобы нога расположилась как следует. Такое ощущение, что пятка как будто бы не на месте. А может и норм. Ну ок. Так. Что нам нужно сделать дальше? Знаете, что я бы хотела сделать? Я бы хотела, чтобы швы были прям четко видны. Наверное. Сейчас покажу. Так, internal isoline. Например, на 2 миллиметра. Здесь тоже. Дальше. Add internal isoline. Тоже 2 миллиметра. Окей. И, короче, что я хочу сделать? Это внешнее. Я хочу прошить вот так. И я хочу прошить вот так. Дальше я хочу настроить вот эти вот штучки, что они изогнуты на 270 градусов. Fold rendering. И вот. Так. Что они прошиты. Ну, не знаю, блин, надо мне такое делать или не надо. Нет, давайте я так не буду делать. Если я уже захочу такое сделать, я это сделаю имитацию от этого кантика другим способом. Так, все, пусть так будет. Но
мне не хочется в этих швах, чтобы были нормали видны. Они мне тут вообще не нравятся. Все, в принципе, окей. Так, как бы нам завертеть вот эти штучки? Да, кстати, у кожи край не должен быть прям такими, прям очень кругло обработан. Поэтому я сейчас все это выделю и сделаю... где у нас тут? Где у нас тут? Edge Properties. Вот. Carved Side Geometry. Его можно оставить, но поставить, например, процентов на 20, чтобы здесь было не такое прям явное скругление. Да. И, возможно, надо все-таки поставить не на 2 миллиметра, а на 1. Это здесь. Так, нам нужно закрутить вот эти краешки. Я хочу, чтобы они отклонялись. Так, если... Ну-ка попробовать сюда какую-нибудь другую ткань. Например... Например, вот так. Так, что у нас Mesh? Почему здесь трианглы? Хочу квады. No. Не нравится мне так. С одной стороны, типа, да, если это кожа, то она должна так себя вести. А вот с другой стороны, что-то как-то не так все это и красиво. Когда оно такое все мятое. Так, как нам сделать, чтобы... Мы можем это этими сделать, как его... Пинами зафиксить. А можем... Да, кстати. Тут есть моментик. Значит, смотрите. Нам нужно сделать, чтобы тут не было такого клина. Для этого мы делаем Create Guideline Tangent. Так. Не Tangent. Все время я путаю. Vertical. Вот. Значит, вот это мы удаляем. А здесь делаем Alt-C и вот такую штуку, чтобы было красивое сопряжение. Оп. О, no. Нет. Нет, как ты могла это сделать? Ладно, пусть будет так. Вот. Так, тут какая-то фигня. Так, хорошо. Здесь делаем то же самое. Create Guideline Vertical. Вот это нам не надо. А здесь делаем C.
А тут нормально почему-то. Ну и вот. Эти направляйки убираем. И что у нас получается сзади? Сзади получается красивая такая штука. Дальше я бы хотела сделать еще здесь пятку. Потому что без пятки как-то грустно мне, короче. Как я ее сделаю? Возьму я пин, и прям здесь нарисую. Например, откуда-нибудь отсюда. Зажму Ctrl. No, не получится, ладно. Так, отсюда. Ну, если что, я потом типа это подправлю. В общем, тут у меня какая-то беда нарисовалась. Ладно, примерно я понимаю, где это находится. Окей, давайте возьмем перо и просто нарисуем. Так, это отсюда сюда линия. Отсюда сюда линия. Дальше Alt-C. Кстати, вот эти линии можно выкинуть нафиг. Теперь Alt-C. Я это сделаю вот так. Дальше Alt-C. Я это сделаю вот так. Примерно получилась пятка. Да? Которая мне нужна. Дальше что я делаю? Нам же еще пришиваться сюда. Сначала нужно ее сделать красивой. Прям, чтобы было вообще глаз не оторвать. Пусть будет 70. Так, давайте я гляну еще на аватаре. Устраивает меня эта пятка или нет? Ну, с этой стороны, да. А с этой стороны это внутренняя, да. Так, с этой стороны... Ну, будем считать, что тоже да. В общем, берем вот это. Так, как мы это делаем? Идем в инструмент трассировки. Выделяем линии. И Trace as Pattern. То же самое здесь. Trace as Pattern. Дальше мне нужно смерджить вот эти точки. Merge. И примерно что-то как-то выровнять. Так, здесь 15-30. Значит, что бы я сделала бы? Я бы вот эти точки немножечко опустила бы. На полсантиметра. Это я бы сделала все-таки прямой. Дальше здесь проблема. X давайте сделаем так. Это я уберу. Alt-C. Это я сделаю так. Так. О, двунаправленная. Супер. И еще раз подрихтуем. Так. 15-70 должно быть. Так, давайте здесь сделаем X. 15-70, значит, будем отсюда убирать.
Так, отсюда убрали, здесь 15:30 должно быть. А, еще проблемка. Вот здесь должно быть 11:97. А, давайте так. Так, 24:34. Q. Давайте-ка сделаем 24:34 в обе стороны. Дальше надо сделать, чтобы это была кладовая сетка. А дальше нужно сделать, чтобы она была пятерочкой. Так, здесь окей. Теперь С. Так, здесь наклон потерялся. 15:70. Здесь есть, а здесь нету. Сейчас мы тут все накрутим. Блин, это уже будет сильно. Ладно, забиваем на... Давайте-ка изгиб назад вернем. Так. Делаем следующее. Фиг с ней, с погрешностью. Ctrl/. И делаем set саблейры. Сюда и сюда. Дальше что? Угу. Ну, типа как-то так. Что не так? Б. Вот здесь должен быть тюрнет. Блин, как это выглядит, это ужасно просто. Ладно, нафиг. Не хочу я делать это. Ту пятку. Был еще и второй вариант. Просто сделать здесь нашивку. Но эта пятка реально здесь как-то ужасно смотрится. Либо вернуть тот материал, который был. О, тогда нормально. Так, Б. Нам не нужны здесь нормалки. И здесь, кстати, тоже. Так. Нам нужно, чтобы... Так. Где здесь remove all baselines? Хорошо. Значит, я бы сделала бы add internal isoline 0.2. Add internal isoline 0.2. Теперь n. Это с этим, а это с этим. Дальше. Давайте я попробую вот это. Вот эти швы грохнуть вообще. И посмотрим, что будет. Так, и линии эти тоже, наверное, надо убрать. О! Теперь пятка то, что надо. Хотя этого недостаточно. Еще нужно... Ну ладно, не буду я в такую детализацию уже вдаваться. Нам тут самое главное сейчас это... сделать то, что мы делаем. Давайте я попробую, знаете, что сделать? Я хочу попробовать сделать тут типа кантик такой. А кантик я сделаю следующим образом. Берем
тусы, нет, ассеты. Ассеты здесь это или где это? Вот пайпинг. Короче, беру я, значит, вот что делаю. Так, 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 так. Отлично. Я хочу сделать такую окантовочку. Только, наверное, она должна быть побольше. Так, что у нее тут? Давайте на 0,5, что ли? На 0,5. И пусть она будет кругленькая. Да. Так. Супер. Прям вообще. То, что надо. Мне очень нравится, как здесь ее поломала немножечко. Но давайте я попробую сделать другую ткань. С каким-нибудь и попробовать в пайпинге поставить другую ткань. Может быть, это лучше будет смотреться. Пайпинг нельзя потрогать. Интересно. А раньше можно было. Забавно. Ну ладно. Короче, здесь, конечно, некрасивая трубка такая получается. А давайте я попробую по-другому. Я его пайпинг этот... Так. Мы его начнем с носка и закончим носком. О, no. Так, фабрик 2, раунд 0,5. Ну-ка. Прикольно. Ладно. Ну-ка. А что если... Так, давайте еще один эксперимент. Короче, берем пайпинг. Так, пайпинг. Начинаем отсюда. Отсюда, сюда, сюда. Сюда. И посмотрим, что так будет. Так, 0,5. Ну, какая-то хрень, честно говоря. Ну, в целом, тоже может быть. Если сделать 2. Сейчас покажу. Так, edit piping убираем. Ой. Короче, берем так. Так, сюда, сюда, сюда. Ну, кстати, тоже прикольно. Даже можно было бы... О! Короче, сейчас еще попробую кое-что. Начались у меня эксперименты. Сюда. Сюда. Что это за лажа? No. Ладно, все, с пайпингом пока не будем ничего делать. Что мы еще можем сделать? Так, вот что мы можем сделать. Значит, берем пинбокс. Пиним. Давай, пинбокс.
Пинем одну точку и вторую точку. Так, теперь берем пин, включаем это. No. С включенной симуляцией тащим сюда. Это тащим сюда. И прекрасно у нас все растаскивается. Нам самое главное сначала досимулить до того, пока это станет этим сапогом, а потом уже... А потом уже все. Потом оно будет так и держаться. Так. Так, а тут пофигу вообще, да? Ладно. По всей видимости, надо больше расшить. Так. Что у нас тут со швом? Давайте я его разошью таки все равно до этой точки. Да и хватит с меня. Так. Ай, короче, ребята, наверное, я сделаю это все просто поменьше. Пусть это будет... Сейчас. Это будет пусть минус 2 сантиметра, например. А может и больше. -3. Да. Давайте это просто отрежу. И все. И здесь то же самое. Потому что слишком длинные хвосты. Так, кат. Так. Так. Так, хорошо, я поняла. Мы будем делать по очереди. Это у нас внешний. Супер. Как-то так. А это внутренний. Окей. Дальше. Вот эта штучка, мне не хватает у нее толщины. Что еще? Где у нас тут курватур 20? Да. Я думаю, в принципе, это норм. Давайте накинем просто какой-нибудь материал кожи. Я не буду сейчас делать тут прям красоту. В плане того, чтобы тут текстуры, вот это вот все. Я просто хочу показать, что с этим можно дальше сделать. Поэтому сейчас накину какую-нибудь кожу. Если найду.
Давайте это я остановлю. Ну. Да что происходит-то, а? Я хочу, чтобы это была кожа. И чё? Нету? Ну ладно, давайте просто поищем. Так, какая-то кожа есть. Крокодиловая. Вроде замша какой-то. Какая-то искусственная. Это слишком какая-то глянцевая. Ладно, давайте такую. Что это такое? Какая она смешная. Ладно. Вот это больше похоже на кожу. На какую-то. Рыжая. Это вообще какая-то искусственная. А это похоже вообще на кожу? Ну, на что-то похоже, но такое. Давайте глянем на что. На что же мы глянем там? Давайте посмотрим, вдруг есть у них в этом, короче, в их магазине кожа. Так, Лизерфюр. Фиг тебе, да? Класс. Давайте просто поищем. Так, такое уже есть. Не знаю, что это такое. Фигня какая-то. Кожи нормальной нету. Ладно. Так, у меня все это еще и было. Флэш-лизер. Эй, так, что тут еще? Ладно, этим мы не будем заниматься. Давайте тогда просто настроим примерно цвет. Я хочу, чтобы это было что-нибудь рыжее. Что-нибудь такое. Допустим. Хорошо. Предположим, что мы сшили ботинок, и он нас устраивает. Теперь самое прикольное. Что мы можем с этим сделать? В общем, берем, выделяем все это счастье. И первым делом конвертируем. Где тут Smart Convert? Вот, Smartly Convert. Мы должны сконвертировать это в trim. Опа. Сконвертировали. Как видите, у нас исчезло все наше шитье. Подождите, дайте-ка я кое-что сделаю. Прежде чем это делать, я сохраню этого чувака. Значит, еще раз. Выделяем вот это все. Делаем Smartly Convert to Trim. После того, как это стало тримом, мы делаем еще одну конвертацию. Мы делаем Smartly Convert
у нас появляется новый пункт «Аксессуары» и выбираем «Shoes». Дальше нужно поставить вот эту галочку «Automatic Symmetry». Окей. И вуаля, у нас появились 2 бота. Давайте проверим, работают ли они как ботинки. Поставим этого нашего парня в какую-нибудь позу. Я даже просто в 3D вид переключусь. Так. У нас есть материалы, кожа. И мне не нравится, что тут сильно глянцевое все. Хочу, чтобы оно не так сильно... Так. Лизер, да. Окей. Есть даже какой-то дисплейсмент. Ну, бог с ним. Короче, давайте проверять, работают ли наши ботинки. Идем в нашего аватара и выставляем ему какую-нибудь странную позу. Ну, чтобы уж наверняка. Давайте сначала такую. Опа. Видали? А теперь какую-нибудь в полете. Где у нас тут? Опа. Как вам такое, а? Парень в ботинках вообще. Кунг-фу панда. Опа. Ну, тут есть, конечно, какие-то прикольчики в такой уже позе. Но зато мы хотя бы видим, что ботинки стоят на нем. На месте. Давайте еще какую-нибудь позу летающего парня. Опа. Да, тут тоже есть небольшие проблемки. Вот в этом месте. Но в целом, как видим, работает. Я, в общем, сама вчера открыла эту историю и была в шоке. Наверное, если бы я делала более-менее какие-то, стандартную обувь, которая располагается на ноге нормально, то таких бы приколов у нас не было. А поскольку у меня не совсем стандартная обувь, а сапоги-скороходы, то такая у нас история. Так, эту позу мы уже видели. Чтобы еще такое посмотреть. Ну, почти что. Вообще. В общем, ребята, тренируйтесь. Пробуйте. Когда сделаете что-нибудь, напишите мне, пожалуйста, в моем телеграм-чате. Ссылка будет в описании. Покажите, пожалуйста, что у вас получилось. Интересно посмотреть, как у вас это все происходит. Так, а вот в таком наклоне у нас, когда чувак в А-позе, то наклонены они. Угу. Ну ладно, ничего страшного. В принципе, можно было шить в А-позе. Ага. Знаете, в чем прикол? Это я просто перед тем, как начать шить парню эти ботинки, покрутила ему ступни на 5 градусов. И из-за этого у него выкрутились они обратно, и теперь за ними следом и ботинки выкручиваются. В общем, не крутите ступни, ставьте аватара в позу и, как есть, не крутите ему скелет, и получите нормальные нормальные ботинки. А не как у меня. В общем, желаю вам удачи в творческих проектах. Пишите комментарии, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Пишите, что не понравилось. Критика принимается, конструктивная критика принимается с большим приветствием. Очень рада, когда вы пишете, что можно было бы улучшить. Не всегда я, конечно, может быть, к этому и прислушиваюсь прям сразу, но я очень рада, когда вы что-то такое пишете. Спасибо вам. Всех рада была видеть. Всем пока.